Привет, друзья! Я нахожусь в аэропорту Париж-Орли, и сегодня мы отправляемся в Западную Сахару. Туда не так много летает рейсов, всего лишь с Франции, Испании, ну и, конечно же, с Марокко. Полет из Парижа в Даху занимает около 4,5 часов. Как вы видите, вокруг практически ничего нет. Одна только пустыня и дорога, которая ведет вдоль берега. Типичная марокканская ситуация. Я прилетел уже в Даху, прошел паспортный контроль и договорился здесь арендовать машину. И что произошло, угадайте? Меня никто не встретил. Ну, так обычно бывает в таких странах. Расскажу чуть-чуть пока про аэропорт. Он, кстати, очень маленький, небольшой. И когда вы прилетаете, вы сразу проходите паспортный контроль, буквально в следующий шаг с самолета. Естественно, нужно увидеть, что тут обязательно будет марокканский флаг, потому что эта территория контролируется Марокко. И я все еще ожидаю моего водителя, которого нет. И, соответственно, нет моей машины. И добираться я не знаю, как буду пока что. Давайте разберемся, что такое Западная Сахара. Это регион, который поныне остается очагом напряженности международных споров. Это место на карте может показаться отдаленным и малоизвестным, но его история и политическая реальность не менее драматичны, чем у куда более знаменитых конфликтных зон. Сегодня здесь проживает около 630 тысяч человек. Примерно 600 тысяч находятся на территории, контролируемой Марокко, и лишь около 30 тысяч на землях под управлением Сахарской Арабской Демократической Республики. Территория Западной Сахары обширна. Это 272 тысячи квадратных километров пустынной земли, что занимает 30-е место среди всех африканских стран. Марокко управляет 70% территории, а Садр оставшиеся 30%. Но что действительно поражает, так это Берм или Стена Позора. Огромная линия укреплений длиной 2700 километров, которая является второй по величине внутренней стеной в мире после Великой Китайской. За этой стеной стоит целый отряд солдат из 100 тысяч человек. А сама территория является самой заминированной в мире и наличивает около 7 миллионов мин. Почему эта стена до сих пор остается почти неизвестной широкой публике? Какие интересы стоят за этим конфликтом? Давайте разбираться дальше. Друзья, я уже направляюсь к моему отелю через пустыню. Слава богу, тут есть нормальная дорога, потому что я бы так не добрался. Вот такая у меня машина, Renault, абсолютно не приспособлена для пустыни. И, кстати, видели вы когда-то или нет, но вон там вдалеке находится Мираж. Видно, как есть небольшой гэп между пустыней, песком, в общем, и горами этими, холмами. Западная Сахара — место, где асфальт заканчивается раньше, чем начинается. Если арендуете машину, то только внедорожник, иначе останетесь тут жить вместе с верблюдами. Навигатор отлично показывает, где вы заблудились. Но главное, никогда не уезжайте дальше туристических маршрутов. Тут все серьезно. Пустыня может быть заминирована. Таблички «Опасно мины» не декорации. Лучше не проверять, насколько они правы. Наконец-то я прибыл в свой отель, резорт. Мой номер находится на возвышенности. Мы находимся в Сахаре. Я позже покажу, что тут происходит, если тут не убирать. Тут засыпает номера песком и появляются постоянно дюны, поэтому нужно это убирать все. И давайте посмотрим сначала вид. Вот, и номер. В общем, номер достаточно большой.
Ну, все номера рассчитаны на 2 человек, но я один. Тут кровать, чистая постель, водичка. Даже есть фрукты, орешки. Посмотрите, какой офигительный вид. Очень большое окно с видом на пустыню. Так, вот шкаф. Здесь находится ванна, душ, туалет. В принципе, достаточно уютно и чисто, как для пустыни. И вот такой выход. У нас тут убирает женщина. Так, сейчас мы идем осматривать местность отеля. Как вы видите, сзади все засыпано песком. Мне кажется, в сандалиях не самая лучшая идея идти по пустыне. Надо все-таки обуть кроссовки. Пожалуй, для меня самый главный плюс Западной Сахары – здесь почти нет туристов. Представьте, бескрайние дюны, тишина, никаких толп, очередей и вспышек камер. Только вы и пустыня, настоящее уединение. Недалеко находится Дахла, уникальное место, где пустыня встречается с океаном. Этот город считается одним из лучших в мире для серфинга и кайтсерфинга, благодаря стабильным ветрам и широкой лагуне. Поднимаемся в отель и идем на ужин. Посмотрите, какие тут закаты. Вот такие вот домики с видом на затоку и на закат. Отель называется Парадиза Дахла. Если будете сюда лететь, обязательно выбирайте этот отель. Это не реклама, просто реально классное место, и это не так дорого. И в отличие от Египта, тут не так много людей, тут такая же пустыня. И что интересно, что эта часть Сахары очень ветреная, и поэтому вы можете заниматься активными видами спорта. Avec le fameux countdown que vous écoutez sur chaîne Inter. Très belle matinée à tous et merci encore d'être parmi nous. Направляемся к Белым дюнам, месту, которое точно стоит увидеть. Сейчас еду прямо по берегу после отлива. Вроде твердо, но местами коварно. Но лучше не играть с судьбой, арендовать внедорожник и ехать On va спокойно. les accueillir tout de suite, n'est-ce pas, Shaima? Bonjour. Bonjour les filles. Alors les filles, elles représentent. Я вам сейчас покажу эту дюну. Дюна выглядит... Дюна выглядит вот так. Сейчас мы на нее поднимемся, и я вам покажу вид сверху. Ну что ж, без прошлого не понять настоящего. Время заглянуть в историю Западной Сахары.
В 1884 году Испания начинает экспансию в Западной Сахаре. Испанский военный офицер Эмилио Бонелли заключает договоры с местными племенами, объявляя побережье своим протекторатом. Однако продвижение вглубь пустыни сталкивается с сопротивлением. Франция претендует на соседние территории, а шейх Мааль-Айнин строит город Смара, укрепляя влияние коренного населения. К 1934 году Испания устанавливает контроль, но ее позиции шатки. В 1956 году Марокко освобождается от французского протектората и сразу заявляет права на Западную Сахару, как на историческую территорию. Уже в 1957 году марокканские войска атакуют испанские посты. Испания отражает нападение, но в 1963 году происходит ключевое событие. В регионе Букраа обнаруживают крупнейшие в мире запасы фосфатов. Это открытие превращает пустыню в стратегический пункт, за которым разворачивается борьба. В 1973 году народ Сахрави создали фронт Полисарио, начав вооруженную борьбу за независимость Сахары. После выхода Испании из региона в 1975 году территория была разделена между Марокко и Мавританией, несмотря на призывы ООН к самоопределению народа Западной Сахары. В ответ на это в 1976 году фронт Полисарио провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, которая получила признание от ряда стран. Марокко построила протяженную стену длиной около 2700 километров, известную как Берм, оснащенную минами и гарнизонами, контролируя около 70% территории. В 1991 году было достигнуто перемирие под эгидой ООН с планом проведения референдума о самоопределении. Однако разногласия по спискам избирателей привели к его затягиванию. В 2020 году, после столкновений на границе с Мавританией, фронт Полисарио объявил о прекращении перемирия. В 2020 году США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой в обмен на нормализацию отношений между Марокко и Израилем. В 2023 году Израиль также признал марокканский суверенитет над регионом. Тем не менее, ООН и большинство стран продолжают считать Западную Сахару спорной территорией. На сегодняшний день в регионе проживают около 630 тысяч человек, а в лагерях беженцев в Алжире более 173 тысяч сахрави, что подчеркивает незавершенность конфликта. Друзья, за моей спиной находится старый маяк, которому около 100 лет. Он был построен еще при испанских колонизаторах и считается одной из немногих достопримечательностей в городе Дахла. К сожалению, он в достаточно плохом состоянии, он не работает, и я надеюсь, что власти в будущем что-то предпримут и смогут сохранить это как архитектурное наследие. К сожалению, внутрь попасть нельзя. Рядом растут вот кактусы. Кстати, рядом есть описание маяка, что он был построен до 1920 года и содержался испанской колониальной администрацией. Высота его всего лишь 50 метров, и каждые 5 секунд он мигал. И еще написано, что видимость с маяка составляла максимум 38 километров в море. Это, пожалуй, самая красивая мечеть в Дахле. К сожалению, не мусульманам вход туда воспрещен, но мы можем полюбоваться ею снаружи. Видите, это типичная марокканская архитектура, кубический минарет и очень интересная
черепица. Тут, кстати, находится рыбацкое поселение. Тут живут, я так понимаю, очень бедные люди. У них есть только вот такие лачуги. Сейчас вы увидите. Вот, видите, они очень бедные, крайне. Они живут в вот таких вот лачугах. Рыбачат тут. Но у некоторых даже есть машины. Рисковать выходить я не буду, потому что на меня смотрят все очень подозрительно. И хотят меня остановить, чтобы взять с меня деньги. Поэтому лучше не рисковать и объехать это место. Серфинг-клуб с достаточно приличными домиками, с горячей водой, с кондиционерами. И тут можно отдохнуть. Насколько разный мир, как могут сочетаться такие два места в одном. Я заказал себе кофе с водой. Стоит всего лишь 2 евро в центре города. Это единственная римско-католическая церковь, которая была построена еще до владения этой территорией Марокко, то есть когда здесь была Испания. Посмотрите на виды, посмотрите, какая здесь необычная архитектура, как для католической церкви. При этом рядом находится очень миленький парк небольшой с фонтаном в арабском стиле. Ну что ж, снова отправляемся на дюны. Теперь вечером. Обычно сюда везут туристов утром, когда все шумно и людно. А вот вечером здесь почти никого, только редкие местные на своих машинах. Тишина, простор и закат. Самое то. Сел я тут попить кофе перед тем, как отправиться в Лаюн, столицу Западной Сахары, которая контролируется Марокко. Билет с Дахлы в Лаюн стоит около 25 евро и на автобус занимает около 8 часов. Так что нужно готовиться к такой поездке. Вот, заказал себе кофе и воду. Это стоит около евро 20, примерно на евро.
выглядит автобус. Лаюн достаточно комфортабельный, с кондиционером. Вот. Билет можно приобрести онлайн. Автобус вот внутри. Сейчас буду искать свое место. Так, ребята, я уже приехал, и тут небольшой рум-тур. Так, ребята, я уже приехал, и тут небольшой рум-тур у нас. Это отель, кстати, 3 звезды, но стоит недешево, где-то около 80 евро в сутки. Значит, тут небольшая комната. Это, на секундочку, 3 звезды. Картины модные, чистая постель, вид из окна. Ну, плохо видно, потому что ночь уже. Вот. Как для 3 звезд, достаточно прилично, я скажу. Это ванная. Тоже где-то полотенечко. То есть рекомендую этот отель, достаточно хороший. Цены, конечно, кусаются, но в Аль-Аюне это одно из лучших предложений, которые вы можете найти, если вы сюда приедете. Друзья, я нахожусь в городе Лаюн. Это номинальная столица непризнанной Западной Сахары. По факту контролируется Марокко. И население здесь около 270 тысяч человек. И этот город известен также тем, что он является спорным между Западной Сахарой и Марокко, правительством Марокко. Вот я нахожусь в одном из центральных парков напротив католического собора. Посмотрите, как власти красиво тут все сделали. Естественно, они сюда инвестируют для того, чтобы закрепить еще больше этот регион и сделать невозможным проведение референдума по самоопределению этой территории. Давайте посмотрим. Вот здесь находятся лавочки небольшие. Все очень уютно, очень классно сделано. Фонтанчики. Ну и вот дальше католическая церковь. Еще построенная при испанском протекторате. А вот эта испанская церковь, вернее католическая церковь, которая была построена в 1954 году при испанцах, когда еще это называлась территория Испанской Сахарой. Вот, к сожалению, попасть внутрь можно только в воскресенье и в субботу, когда проводятся мессы. Вот, эта церковь служит небольшой общине, которая осталась, испанской общине, которая осталась здесь, а также значительному контингенту сил ООН, которые дислоцируются также в Эль-Аюне. Вот такая церковь. Архитектуру они, конечно, делают классную. И инфраструктуру в том числе. Посмотрите, какие красивые фонтаны здесь сделаны. Пальмы, цветы посажены. В Лаюне достаточно много, кстати, таких садов и парков. Так что ради этого стоит посетить этот город как минимум, чтобы насладиться прохладой в жаркой пустыне. Ребята, нахожусь в центре Лаюна, и вот вы видите,
рынок верблюдов, познакомьтесь, я не знаю, как его зовут, но это очень-очень милый верблюд. И он на меня так смотрит, надеюсь, он мне ничего не сделает. Посмотрите, какие красавцы. Кстати, знаки, которые используются во многих провинциях Марокко на 3 языках. Французский, арабский, естественно, и берберский, который находится посередине. Иду по центральной улице и не вижу вообще ни одного туриста. То есть здесь только местные, марокканцы, наверное, кто-то еще, может, Сахрави, и работники ООН. Кстати, в городе очень много полиции, очень много военных, так как это спорная территория и недалеко находится стена Берм, так называемая. Так что, не знаю, может, увижу какого-то иностранца, но не солдата ООН. Ребята, как вам местная кофейня? Если видно, где-то она, я сейчас покажу вам, если видно, называется Старбакка. Очень интересное название, что-то напоминает, но не могу вспомнить что. Кстати, вот фирменные теперь уже Starbucks кофе, стаканчики чуть-чуть отличаются. И стоимость такого кофе 16 дирхам марокканских, то есть это евро 50, евро 60. Вот. Вне зависимости от того, просите вы или нет, вам всегда в кофе добавляют здесь, в любом городе, обязательно какао. Ну, конечно, это не такой Starbucks, как в Европе, но ради эксперимента стоит попробовать. Единственный Макдональдс на всю Западную Сахару. Говорят, что здесь цены европейские, вот, и очередей я особо не вижу. Но здание новое, есть парковки, все достаточно современно в центре города, напротив почты. Так что, если вы проголодаетесь, обязательно приходите в этот замечательный ресторан быстрого питания. Это здание какого-то банка. Вот тоже на латинице надпись и сверху на берберском. Ну и арабский, конечно же. Такое замечательное здание традиционных марокканско-арабских орнаментах. Достаточно характерное здание с куполообразными крышами для Лаюна, которое можно встретить преимущественно в таких вот старых районах. Именно этому оазису, то есть этой реке, существует город или Лаюн. На самом деле здесь очень грязно, много мусора, не знаю, может тут что-то будут строить, но пока что это похоже на свалку. Я бы сделал тут какую-то зону для детей, потому что место реально очень красивое. И по ту сторону видно, что там находятся дюны, то есть там растительность есть только на берегу, а дальше просто дюны, небольшие холмы, дюны, то есть просто пустыня.
очень важен город, и он важен для марокканской стороны, что для Садр, то есть республики Сахарави демократической, которая претендует на эту землю и считает Лайон своей потенциальной столицей. Вот. Так, друзья, я нахожусь рядом с аэропортом центральным Западной Сахары Эль-Аюн или Лайон. И на этом завершаю свое путешествие по Западной Сахаре. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!